Горько!» На всю деревню слышны веселые крики. Свадьба у Серебряковых. Свадьба, как и водится в деревне, широкая, просторная, словно русская песня. И гостей множество. Почитай, вся деревня тут. Разве что те, кто с печи уже не слазит, только те дома остались. А так все тут. Начиная от председателя и заканчивая дедом Степаном, до того древним, что он и сам, похоже, свой возраст забыл. А молодые до чего хороши. Алешка, он и ранее кумиром был у всех девчонок, а теперь в городском костюме да при галстуке и вовсе глаз не оторвать. И невеста ему подстать. Невысокая, крепко сбитая, русоволосая красавица. И слышны порой завистливые шепоты среди парней, что не успели вовремя разглядеть красоту истинную. А тем временем заздравные крики, словно волны, перекатываются от одного края застолья до другого. И смущенные молодые встают и, неловко обнимаясь, целуются. Ах, до чего же хороша эта свадьба! А потом, когда отзвучат песни, отшумит буйным веселым хмелем празднество, то начнутся будни, и день за днем каждый, неотличимый друг от друга, будет проходить тягуче и медленно. Галина стояла у окна и вспоминала день своей свадьбы. Тогда просто не верилось, что пройдет всего несколько лет, и дурные ветры, разворошившие осиные гнезда по всей стране, коснутся и их семьи. Не станет прежнего уюта, куда-то исчезнет ее неповторимый Алешка, а вместо него возникнет страшный во всей своей красе пьяный зверь, и будет она все чаще и чаще спасаться от незнающих пощады пьяных кулаков мужа у своей матери. Под конец она не выдержит и сбежит в город. До сих пор, хотя прошло уже 2 года после бегства в город, Галина не могла без дрожи вспоминать безумные горящие глаза мужа, который в пьяном безысходном угаре крошил топором мебель, а потом набросился и на нее, считая ее источником всех своих горестей. Как ей удалось тогда вырваться, она и сама не помнит. Очнулась только дома, где ее, испуганную и дрожащую, отпаивали валерьянкой, а участковый Кедров уверял ее, что муженек ее крепко связан и увезен в казенный дом, где и судьба ему предначертана быть надолго. Судорожно вздохнув, Галина отошла от окна и стала собираться. Сегодня у нее непростой день. Сегодня она идет знакомиться с родителями своего Сережки. Теперь, когда она стала старше, пережив страшное, она не позволяла себе влюбиться в него до тех пор, пока окончательно не уверилась в том, что подобного не повторится. Сережка был прочен, на него всегда можно было положиться. Он был словоохотлив, был душой компании, но при всем этом он знал цену своему слову. И если он говорил «да», то можно было быть уверенным в том, что именно так и будет. Потому, прожив с ним целый год, Галина была спокойна за свое будущее. Все остальное не имело никакого значения. Родители будущего мужа? Что ж, они есть, и никуда от них не деться. Но она будет жить с ним, а не с ними. А что и как вокруг происходит, это уже было неважно. Когда Сережка, внутренне скованный от волнения, ввел ее в свой дом, она почти не ощущала ничего. Ей было достаточно просто быть рядом с ним, и поэтому она старалась не замечать косых взглядов той, которой суждено было стать ее свекровью. Ледяное высокомерие и скрытое превосходство так и сквозили в скупых словах будущей свекрови, которые падали словно камни в вымученно торжественном чаепитии. И только когда они вышли из квартиры, Галина сдержанно вздохнула. Краем глаза она отметила, что Сережка это заметил, но ничего не стал говорить, лишь сжал ее руку и притянул к себе. Прошло несколько недель, и они сыграли свадьбу. Свадьба прошла тихо, но по высшему разряду. Приглашенных было не так много. В основном только близкие родственники,
да пара-тройка лиц, которые, как тихо смеясь объяснил ей Сережка, имели вес в приличном обществе. Говорили тосты, также кричали горько. И молодые целовались уже как люди, которым ведомо счастье, присущее истинно счастливым людям. И жизнь пошла своим чередом. Они работали, отдыхали, ходили в гости и принимали гостей. Но в отличие от прошлой жизни, дни с Сережей были совсем не похожи друг на друга. И потому, вспоминая порой свое новое прошлое, Галина страстно мечтала повторить и пережить ушедшее навсегда. Когда она однажды рассказала об этом Сережке, тот, к ее удивлению, не стал подшучивать, а сказал вполне серьезно: «Ты знаешь, эти дни повторятся, только, может, не в нас самих». И тогда она поняла, чего ей не хватало в жизни. Ей захотелось ребенка. Вот она, высшая точка, через которую должна пройти каждая женщина. Стать матерью, зачать детей, вырастить и воспитать их. И судьба была благосклонной к ней и Сережке, подарив им прекрасную веселушку-дочь. И снова жизнь пошла по очередному кругу, и Галина понимала, что перед ней проходят заново ее счастливые дни. Те самые повторы, о которых она мечтала, проходили сейчас перед ней, словно яркие картинки ее детства, воплотившиеся сейчас в крохотное тельце дочери. Вот только отношения со свекровью не сложились с самого начала, поскольку Антонина Сергеевна искренне верила в то, что Галина никоим образом не годится ей в невестке. Она не могла смириться с тем, что сын ее, дипломированный специалист, ведущий инженер крупного завода, женился на какой-то простушке из захудалого колхоза. За глаза свекровь так ее и называла – колхозница. Первое время она даже пыталась устраивать истерики, лишать общения и попросту давить на сыновние чувства. Но со временем, осознав тщету усилий, сдалась. Правда, нужно отдать Антонине Сергеевне должное. Лично Галину она никогда не трогала и не затевала какие-либо семейные дрязги. Позже, когда родилась дочь, то бабушка и дедушка не пожелали видеть ее, пока внучке не исполнилось 6 месяцев. Бывали случаи, когда Антонина Сергеевна встречала Галину на своем пути и, буркнув сухое «здравствуй», проходила мимо. Так и текли годы в содружестве со свекровью, что нисколько не мешало ей заявлять в семейном кругу, что Галина не только ни к чему негодная домохозяйка, но и никудышная мать, не умеющая правильно воспитывать своего ребенка. Зато младшенький сыночек, уж тот, может, и не красавец писаный, но точно знает, что мамочка не подведет и дурного не посоветует. И послушание его во всем и всегда есть истинный знак родительского счастья и полного семейного благолепия. Будет вполне уместным упомянуть, что у свекровки был свой бизнес, дававший хотя и несоизмеримый с чубайсовским счастьем доход, но зато стабильный и позволявший жить, не считая пятаков. Но Галина никогда не претендовала на их деньги. Если бывало так, что помогали, то благодарила. А если нет, то и не жаловалась на судьбу, не просила ничего. Муж и дочь, что еще надо для полного счастья? Да и Сережка, всегда внимательный и чуткий, приметивший с самого начала неприязнь своей матери к Галине, не раз говорил ей: «Главное, что мы любим друг друга, и что дороже тебя с дочкой у меня никого нет. А мама? Что ж, когда-нибудь и она оттает». А потом женился по маменькиному выбору и младший сын. Свекровь закатила шикарную свадьбу. Сразу же купила им квартиру с евроремонтом и отправила их в свадебное путешествие в Италию. И иначе как доченькой свою невестку и не называла. Только и слышно было: «Ах, да чего же славная у меня невестка!» Как будто первой невестки и в помине не было. Но до обид ли Галине? Вряд ли. Что ей младшенький сынок свекровки, и что ей его жена? И снова месяцы потекли по своему размеренному кругу.
Размерен путь семейной жизни, ничто не нарушает покой. Но вот в один прекрасный день, хотя прекрасным его вряд ли можно было назвать, случилось нечто, круто повернувшее не то чтобы саму жизнь, но сломавшее привычный ход. Младший сын, уверовав в свою исключительность, решился завести свой бизнес. Но не имея ни таланта, ни даже характера, прогорел, наделав долгов. А чтобы долгов тех не платить, отправился в неизвестном направлении, прихватив с собой остатки наличности компании и не уведомив об этом своих компаньонов. Как оказалось позднее, кроме наличности, младший братик наделал долгов под имя своего старшего брата, что, конечно же, не прибавило семейной радости. Антонина Сергеевна не стала устраивать истерик, но и помогать старшему сыну не стала. Стиснув зубы, Сергей сумел за год расплатиться и решил уехать. «Нам тут с тобой делать нечего», — объяснил он Галине. «Рано или поздно, но так бы все равно случилось. Так зачем тянуть?» Галина не показала своего облегчения, хотя не могла не понимать, что Сережка это почувствует. Она лишь прижалась к нему и спросила: «Куда же мы поедем?» «А какая разница? Я специалист с опытом, не пропадем». Через неделю все формальности с увольнением были улажены. Договорились о продаже квартиры с агентством. И в последний раз, бросив взгляд на то, что было их домом последние 6 лет, они отправились на вокзал. Уже в поезде Галина заметила, что Сережка как-то нервничает, но не решилась заговорить об этом первой. Они проехали довольно порядочное расстояние, когда Сергей решился. «На вокзале я встретил своего брата. Ты не поверишь, но я совсем не чувствую злости и обиды на него». Галина вопросительно посмотрела на него. Он был совсем как бомж. Он весь год, оказывается, провел по всяким ночлежкам. Даже не знаю, как он их нашел. И я дал ему часть наших денег за квартиру». И, словно защищаясь, добавил быстро и жарко: «Он мой брат». Галина ничего не ответила, только погладила нежно по его горячей щеке и прижалась к нему, зная, что она самая счастливая женщина.